Сегодня мы с вами поговорим об арабской мудрости, чтобы вы понимали, кто такие арабы и чем они отличаются от нас, от нашего мышления. Когда мы понимаем эту разницу, то мы, как говорится, предупрежден, значит вооружен. И я вам расскажу сегодня о магии, которую египтяне применяют к нашим женщинам, почему женщины влюбляются и потом страдают от этой любви, и что происходит на самом деле. И я эти секреты собирала по крупицам, потому что ко мне обращались очень многие женщины, как к психологу, и спрашивали, что с ними происходит. И мне было интересно понять весь этот механизм, как же это все получается, что женщина вдруг очень сильно влюбилась и бросает и свою семью, и мужа, и детей, ей никто не интересен уже становится, и она при этом не очень-то счастливая, мягко говоря. И что такое арабская хитрость? У нас считается умный человек – это тот, который может создать результаты, который пользуется своим умом, который простраивает разные ходы, выходы, может найти выход из сложной ситуации. А в арабском мире мудрый человек – это тот, который хитрый. И вы знаете, вот среди нас хитрость не приветствуется, потому что для нас хитрый человек, это очень какое-то низкое такое понятие, и это выдается как за неумность какую-то. Но в арабском мире нельзя украсть. Вы знаете, что в Коране написано «не укради», поэтому им приходится проявлять хитрость, чтобы что-то взять в этом мире, что-то взять от других людей. И чем хитрее египтянин, тем он считается мудрее, и тем у него больше почета на самом деле. И что такое эта хитрость? Это когда он смог обмануть человека так, чтобы он ему сам все отдал. И для того, чтобы произошел этот сценарий, египтяне пользуются магией. И мы с вами рассмотрим, как это происходит. Сценарий один и тот же. Если посмотреть на все эти любовные истории, то по сценарию сначала он начинает восхищаться женщиной. Он приходит и начинает ей в уши лить о том, какая она красивая, какая она замечательная. Тут же пользуется словами, которые являются для нас ценностью. Это «я тебя люблю», «я твой друг», «я тебя никогда не обману», «для меня это неприемлемо обманывать», «я честный человек». И начинает по ценностям бить, которые для нас очень важны. И в нашем мире не каждый друг другу скажет о любви. Нужно еще заслужить это, такое слово, да, чтобы тебе человек сказал, что я тебя люблю. Только когда он почувствует это, он говорит. А здесь просто вышибается из-под ног, как называется, стул. Сразу тебе египтянин говорит, я тебя люблю. И если женщина находится в недолюбленности, а у нас большинство женщин недолюбленных, у них существуют травмы, потому что родители были какие-то, может быть, где-то неласковые. И вы все знаете про свою недолюбленность. И, конечно же, женщина падка на это, на эти слова. Она очень хочет быть любимой. И вот вы знаете, вы мне пишете, что только страшненькие, никому не нужные женщины попадаются. Это не так. Очень красивые женщины здесь, которые находятся, влюбляются в египтян. И это не зависит от красоты женщины или не красоты, что она нужна кому-то или не нужна. Просто каждая хочет быть любимой. Итак, сценарий. Сначала он говорит про любовь. При этом откуда он знает, какие слова говорить? Они все как под копирку их говорят. Существует даже такая у них передача между египтянами. Они друг другу продают смс-ки на русском языке. Что нужно говорить женщине, какую смс-ку в какой день послать. И вот этот съем, он укладывается в 2 недели максимум, потому что сюда женщины ненадолго приезжают, да, на 10 дней, на 14 дней погостить в отеле, и они должны быстренько успеть. То есть 2 недели – это максимум на то, чтобы раскрутить женщину на любовь. И они отсылают смс-ки прям под копирку, передают друг другу вот эти сообщения, даже они покупают друг у друга эти сообщения, представляете?
чтобы знать, что написать. И там подобраны слова, которые очень ценны для нас. И, конечно же, женщина на это попадается. Но самая фишка в том, чтобы хитро что-то поиметь с этой женщиной. И если вы приезжаете сюда, разодетые в золоте, в брендах, начинаете говорить о том, что у вас свой бизнес, что вы самостоятельно, у вас есть квартиры, машины, что вы обеспечены, то, конечно же, первое, что видят в вас египтяне, это приманку, потому что вы являетесь для них золотым мешком. И здесь начинается уже другая игра. Это не просто словечки, которые они начинают вам в уши лить. А дальше включается магия. То есть если с женщиной можно что-то поиметь, квартиру, например, да, он понимает, что она, даже если не одинокая, даже если она замужем, ничего их не останавливает. Знаете, когда мы идем с мужем вдвоем под руку по улице, они все равно будут приставать, все равно будут говорить: я тебя люблю, какая ты красивая. То есть для них нет препятствий, что рядом с тобой есть мужчина или нет мужчины. Итак, сценарий такой. Первое время он говорит волшебные слова, начинает обхаживать эту женщину, говорит: ты моя королева, ты прекрасная, ты волшебная. И этим растаивает лед между ним и объектом, так скажем. Второй сценарий, он говорит, какой он молодец, какая у него классная работа, он бизнесмен, он водит женщину в ресторан, он покупает что-то, он заказывает еду. Он ухаживает так, как нам это нравится, потому что для нас, конечно же, важно, чтобы мужчина как-то вложился. И он показывает, что он очень богатый. И тут же, через какое-то время, буквально через 3 дня, не так долго это все длится, вдруг он приходит в плохом настроении. И он чуть не плачет. А египтяне, они великие актеры. Просто это надо видеть, как они... Да, Оскар. Каждому. Они умеют сыграть любую эмоцию, особенно плакать, жаловаться. Они в совершенстве это делают. А для нас это шок. И вот он приходит в грустном настроении, и женщина, конечно же, начинает спрашивать: что случилось, Хабиби, Хабибики, вот они все: дорогой, дорогая, любимая. И она: что случилось, Хабиби? Он говорит: отстань, я в печали, не подходи ко мне. Что случилось? Он говорит: ты не можешь мне помочь, у меня горе, беда. У него либо умер кто-то в семье, либо заболел. А когда у египтян кто-то заболевает в семье, то вся семья должна помочь. И они перестают есть, спать, они все едут в больницу, они стоят вместе с этим человеком в больнице, они заботятся о нем. И он рассказывает: ты не понимаешь, я семейный человек, я должен помочь. Но у меня сейчас случились проблемы, у меня нет денег, чтобы спасти мою сестру. Моя сестра умирает, моя мать умирает, и я не могу тебя любить, я не могу радоваться жизни, и мне очень плохо, так что прости меня, наверное, я больше к тебе не приду. А женщине уже хочется этих отношений, она уже в романтику вошла, ей весело с ним, интересно. Да, это уже на физике происходит, желание, встряска. И многие же женщины, не секрет, что приезжают сюда за развлечениями. И он начинает исчезать из ее жизни. И здесь, вот с точки зрения психологии, включается травма покинутого. Когда человек хочет обладать объектом любви, и этот объект любви исчезает, то он начинает его догонять. И женщине очень хочется поймать его, вернуть. Она ему начинает писать: я тебе помогу, я все сделаю для тебя, не волнуйся, милый, мы все решим. Но наши женщины такие, они же могут спасать. И для них это важно, помочь любимому человеку. И для нас это нормально. Но мы не сечем вот этой игры, что идет игра. Идет великая просто игра про то, как завоевать и как раскрутить на бабки на самом деле. У вас нет денег и с вас нечего взять, то они будут хвастаться вами. Вот эти все на улицах люди, которые подходят, говорят: давай сфотографируемся вместе. А зачем вам их фотография?
Вот подумайте, что будет делать мужчина с фотографией чужой женщины. Он приедет к себе в деревню, в какой-нибудь Луксор и во все близлежащие деревни, будет показывать, говорить, что вы его жена, будет хвастаться, будет говорить, что вы его женщина, потому что в Египте очень сложно жениться. Нужно заплатить там сколько-то килограммов золота, чтобы взять в жены египтянку. Потому что если вдруг у них произойдет развод, египтянка должна уйти вся обвешанная золотом. Это ее гарантия, что она будет обеспечена. И поэтому многие египтяне, которые не женаты, вы не думаете, что они не хотят. Они очень хотят женщину, просто они на нее не заработали. И тут появляется та женщина, которая светлокожая, которая хочет любви. И, конечно же, они ею пользуются. И они будут разматывать вас на чувства, они будут питаться вашими состояниями, они будут жить на вас, говорить, какая ты молодец, либо какая ты плохая. И женщина будет все время стараться соответствовать ему, чтобы быть лучше и лучше, а он будет подпитываться даже энергетически от нее. Поэтому им очень выгодно быть рядом с женщиной, и это для них как статус. Вот на меня обратила внимание светлая женщина, значит, я классный мужик, и они хвастаются друг перед другом. И это является показателем их важности, что они кому-то нужны, что они кого-то имеют, ну, по-русски говоря, потому что им никто вот так просто не даст в арабском мире. Никакая женщина у них не пойдет просто так и не будет жить с египтянином, пока он ей не заплатит деньги. И даже в семьях жены все требуют от них денег, и для них это нормально. И египтяне все время плачут о том, что я не хочу египетскую жену, и мне не нравится египетская жена. Я не люблю египетских женщин, я люблю русских женщин или украинских женщин. И они будут вот это рассказывать, что какие египтянки плохие, и что им нужны только деньги. И да, это так и есть, потому что если он не обеспечивает свою семью деньгами, приходит вся семья, садится и начинает его разбирать. Мамы, папы говорят, ты почему не даешь счастья моей дочке, почему ты ее не обеспечиваешь, почему она приходит и плачет, говорит, что ты ей не даешь денег. У них так это устроено. А наши девчонки, они за что отдаются? Знаете, что иногда за тарелку супа, а иногда вообще ни за что. Просто вкладываются за красивые слова. И да, Вика, за то, что за красивое слово про любовь. И в этом состоит наша беда, понимаете, потому что мы настолько недолюблены, что готовы кинуться на любого человека, который нас приласкает, знаете, как кошка, которую погладили. Но это все от наших внутренних травм, от наших внутренних несостоятельностей. И что происходит дальше, что я хотела вам про магию рассказать. Когда есть объект, который имеет деньги, здесь начинается другая игра, которая покруче. В ход идет магия, потому что нужно эту женщину заставить продать все свое жилое, нежилое имущество и привезти сюда деньги. И здесь купить недвижку. И еще желательно он будет в эту недвижимость ей вести сделку, говорить: никому не ходи, никаким риэлторам не обращайся, я только тебе помогу, только я тебя проведу, потому что ты не знаешь наших законов, здесь все небезопасно, тебя все обманут, только я честный. И вот как прям под копирку говорят одни и те же слова. И женщина начинает бояться весь этот мир вокруг. И она говорит: да, конечно, я только с тобой буду, только через тебя буду делать сделку. И он во время сделки может подсунуть документ на арабском языке, где написана его фамилия, его имя. И многие, кто сталкивался с тем, чтобы покупать здесь недвижимость, попадают в разные неприятные истории. Почти каждый человек, кто здесь купил квартиру, попал в какую-то неприятную историю, где его обманывали, либо хотели обмануть. И только, знаете, если на вашем пути встретится русский человек, который скажет: будь осторожен, ты можешь задуматься, ты можешь это увидеть. И когда мы друг другу помогаем, мы можем выйти из этих ситуаций как с помощью нашего братства, так я называю.
Потому что мы даже не можем подозревать, что нас обманывают. С такими честными глазами он говорит: только я тебе помогу, ничего страшного, подписывай, дорогая моя, будем жить с тобой в любви и счастье. Он еще нашептывает на ухо, когда ты сидишь с этими документами, и даже не заметишь, как тебя поимели здесь уже. И потом оказывается, что квартира не твоя. Поэтому знаете что, друзья мои, доверять лучше своим. В любом случае мы друг друга не обманем, мы будем стоять друг за друга, поддерживать и расскажем все подводные камни. Но так как у вас есть Виктория, то я вообще за вас абсолютно спокойна и желаю вам обратиться к ней, если вы хотите что-то узнать про недвижимость. Здесь есть очень много подводных камней, которые не видны. И нужно себя обезопасить со всех сторон, потому что это деньги, это большие деньги, это ваши кровные деньги, которые вы заработали с таким трудом, и нужно о них заботиться и постараться их сохранить. Поэтому я вам рекомендую обращаться к нашей Виктории за всеми вопросами по поводу недвижимости. Так, сейчас закончим тот сценарий, когда он начинает плакать, что у него кто-то умер, кто-то заболел. Женщина начинает ему помогать, она звонит родственникам и присылает ему деньги, сколько может, и она все отдает ему, чтобы только спасти сестру, чтобы только милый Хабибик улыбался. И тут у него радость появляется, и через какое-то время, опять через 3-4 дня, Хабибик опять плохо. Что случилось? Оказывается, он потерял работу. Он потерял работу, он теперь не знает, как жить, потому что он хотел ее возить по всему миру, он хотел ее водить в рестораны, он хотел ей купить квартиру, он хотел, чтобы она жила как королева. Но сейчас работы нету, и это проблема, и что же делать, и нечего кушать. И тут начинает наша женщина водить его в ресторан, платить за него деньги, и снимает квартиру, и она живет с ним, и он садится ей на шею. И он может много лет не находить работу, лежать на диване и страдать. Вот нет работы, и вот ниоткуда ее не взять. И женщины начинают жить с египтянами, и все как один в этом сценарии начинают работать, потому что наша женщина, она всегда найдет работу, она всегда найдет выход, чтобы спасти свою семью. И она начинает пахать и находит разные способы, как принести домой деньги. А он лежит на диване, и он дальше продолжает плакать. Поэтому даже если у вас сейчас нет денег, он вас потом заставит работать и будет жить за ваш счет. И они про это знают и очень-очень хотят такую русскую жену. И поэтому они говорят, что египетская жена неудобная, потому что она никогда не пойдет на работу, не будет приносить в дом деньги, она будет кричать на него, орать и говорить, что неси деньги. Ее не волнует, откуда он их принесет. И еще дальше многие из своей семьи, из русской женщины приносят в свою египетскую семью. Даже если он женат, он туда несет денежки, но он говорит: я женат, я не могу развестись. Особенно христиане эту сказку рассказывают. Я не имею права развестись, но я хочу жить с тобой, ты моя самая дорогая, самая любимая. И он с нее начинает брать деньги и нести туда. И знаете, я это все спрашивала у египтян. Это не я придумала, это не мое наблюдение одностороннее только с позиции наших девочек. А я исследовала это с позиции египтян. И я спрашивала их: а твоя жена знает, что ты живешь с этой женщиной? Он ей говорит: нет, а на самом деле он говорит: да, моя жена знает, и моя жена поддержит меня, потому что я приношу туда деньги. И если вам рассказывают сказку, что он женатый, но не может развестись, и он ту женщину не любит, и она ему не нужна, ну просто вот такие законы, он туда носит деньги, он все равно заботится о детях, он от детей никогда не отказывается от своих, он при женщине звонит им, говорит, что там проблемы у дочки, надо дочке деньги найти, и продолжает вытаскивать деньги из своей нынешней жены. Вот такой вот сценарий. Даже, знаете, что могут сделать? Привести свою жену в эту же квартиру и сказать, что это его сестра, что это его родственники. Короче, заполонить квартиру своими родственниками вместе с женой и жить вместе.
И женщина будет думать, что это его сестра. На самом деле она будет кормить всю эту шайку. И будет о ней заботиться, будет еще больше работать, потому что им всем нужна еда, они жрут в три горла, они больше ничего не делают, как едят и спят. Поэтому, товарищи, эта игра удивительная для нас, и когда мы ее видим, для нас это шок, потому что так разыгрывать это чудесно, это нужно уметь, понимаете, это арабская хитрость. Хотя египтяне не любят, когда их называют арабами. Они говорят, я не араб, я египтянин. Для них это какое-то оскорбительное слово. Но в этом весь арабский мир. И это не только в Египте такие сценарии.